Меня зовут Маша, многие меня знают как менеджера банка. Сегодня все пойдет не по плану. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Я хорошая мама двух замечательных дочек, которые сидят в ожидании в соседней комнате, что же получится. Я отличная подруга, дружу с девчонками больше 20 лет со школы. Может быть, не очень хорошая дочь. Забыла маму поздравить с днем рождения. Это видео я снимаю для вас, чтобы вы меня узнали, возможно, с другой стороны. А вообще, мое детство прошло на берегу Камы. Отношения у мамы с папой были сложные. Это были тоже в лихие 90-е, когда рынки, бизнес. Мама работала, мы ее вообще практически не видели. Она работала на обувной фабрике 24/7. Можно сказать, тянула всех, и брата моего младшего, и меня. А папа, можно сказать, был в загулах. Потом они решили сделать бизнес. Он не пошел. Не пошел почему? Опять же, это рынок, это крыша, скажем так, да. Самый такой, наверное, больной триггер у меня из детства – это когда вечер, мама подходит к окну, нам в окно попадает камень, мама подходит к окну, начинает визжать, орать, кричать, выбегает из квартиры. Я была маленькая, не помню, сейчас не скажу, сколько мне лет. Подхожу к этому окну, смотрю, там лежит папа весь в крови, на снегу. То есть прям я понимаю мамино ощущение тогда, да, то, что она так сильно закричала, и вот этот вот триггер у меня остался в голове. И причем это было часто в моем детстве. Такой не очень положительный момент. А в целом, вообще мы все время были у бабушки, у дедушки, там, у тети из-за того, что мама работала, а папа не знал, видимо, где себя найти. У меня есть брат младший. В принципе, мы все детство были друг за друга горой. Мама всегда просто говорила, что мы друг друга никогда не сдаем. То есть, если мы там ругались, били друг друга, колотили, приходили там Егор один раз, получилось так, что мы с ним поссорились, я его толкнула, он упал на швейную машинку, такая ручная машинка, на угол, разбил себе, получается, лоб, была кровища, и он мне сказал, что сделала это я. То есть настолько у нас были крепкие отношения, кровати у нас стояли вот так друг к другу, и подушки всегда лежали рядышком. Полночи мы могли разговаривать вообще на разные темы. В более таком подростковом возрасте пошли мальчики, девочки, как себя вести. Сейчас мы не так часто созваниваемся, но все такие же дружеские, крепкие отношения у нас с ним. В детстве я была довольно-таки жизнерадостным ребенком, эмоциональным. В принципе, всегда привыкла добиваться своего. У меня была такая история. Это была школа уже, класс 5. Я очень хотела ходить на танцы. Это просто была моя мечта. Я каждый раз приходила домой и говорила маме: «Мама, отправь меня на танцы». Но на что мама говорила: денег нет, тем более учеба у нее была, у моей мамы на первом месте, это всегда, в институте то же самое. Но я решила исправить данную ситуацию по-другому. Во-первых, я накопила деньги на то, чтобы посещать танцы. Мне давали тогда, сейчас не вспомню, скорее всего, это было 50 рублей. Я не покупала себе полный обед, покупала просто булочку с чаем. И, соответственно, так я накопила себе на месяц танцев. Пришла, была счастливая, довольная. Я ходила месяц, наверное, скрывала от мамы, что, соответственно, я все-таки это сделала. Но при всем при этом, когда мама узнала, она все-таки меня поддержала.
И я продолжала ходить на эти танцы. Опираясь на свое детство, могу сказать одно, что я стараюсь слышать своих детей. Если они хотят чем-то заниматься, я их поддерживаю. То есть Ульяна в 3,5 года ко мне подошла и сказала: мама, я хочу петь. Все, вопросов не было, просто надо было найти, куда ее отдать, и, соответственно, welcome. Сейчас у меня ребенок счастливый, идет на уроки вокала, поет. Я за нее рада. Может быть, из этого что-то получится. С детства мы все боимся опоздать домой в определенное время. У меня лично тоже так было. Таймер был 10 часов. Это вот как раз-таки школьные уже годы. Один раз я пришла в 11 часов. И когда я подходила к подъезду, у подъезда уже стоял папа с ремнем и мама, топчущая на месте, боящаяся, что сейчас произойдет. Это я запомнила на всю жизнь. И не люблю опаздывать. Сейчас, наверное, я всегда... такой страх — это за детей. Даже когда я разводилась, самая главная и большая мысль была в моей голове: как же я смогу справиться с этим сама, с 2 детьми. Это все преодолимо. Главное — найти точку опоры. Кто как с этим справляется. Мне очень помогает остаться одной. Даже сейчас с 2 детьми это, наверное, самый кайф. Побыть одной час-два времени, съесть любимую конфету, ни от кого еще не прятать, сосредоточиться на каких-то мыслях. Вот прям помогает все разложить по полочкам. Подожди, тут надо еще вот эти расправлять. Вот поднимай чуть-чуть. А то она будет лысая. Елка. А вообще елку наряжать с детства. У нас была такая елка. Я не знаю, мне кажется, у всех такая была в 90-х, елка одинаковая. Но игрушки были тогда стеклянные еще. И у нас тоже был кот, он уронил елку один раз и разбил все игрушки, просто вдребезги. А причем игрушка рассыпается не в крупную, а вот прям в мелкую. Это что такое? Это елочка. В нынешней реалии я бы, наверное, сказала, что хобби — это мои дети. Я, наверное, свои какие-то детские мечты воплощаю в них. С их разрешения, конечно же. В детстве я пела, танцевала, как уже было ранее сказано. И, наверное, сейчас у меня нет времени этим заниматься, но, наверное, я бы вернулась даже больше не к танцам, а все-таки к вокалу. Раньше я неплохо пела, но в детстве у меня была болезнь с ушами, и после этого я перестала петь. Но хочу возобновить это, попробовать. Вот сейчас прям говорю самой себе и вам, что в ближайшее время я все-таки, наверное, запишу даже себе на 2026 год в заметке себе, что нужно сделать.
Наверное, мое хобби уходит на второй план из-за того, что ну, это нехватка времени. Я стараюсь вести ежедневник. Может быть, это кому-то поможет рационализировать свои планы. У меня есть планы на год, у меня есть планы на месяц, у меня есть планы на неделю, и я стараюсь этому придерживаться. Я не могу в голове держать свою информацию, то, что я хочу, и еще то, что нужно сделать с детьми. Поэтому вот я все это вписываю и, соответственно, в любой момент посмотрела, вспомнила и, соответственно, сделала. Ну, и вот такой мягенький прям вот такие. Какая у нас красивая елочка. Не стой, подожди, пока никуда не вешай, пока гномы... А, вот сюда, Уляна, вот сюда, иди сюда. Давай, иди. Вот сюда вешай. Вот сюда хорошо повесь. Свое мнение о людях я привыкла складывать сама. У меня был один пример, связанный с моей работой. Я работала в организации, где был большой коллектив. Когда я пришла, мне сразу сказали: так, вот с этой девочкой не общайся, она такая, такая, такая. Я такая: окей. Но когда я с ней беседовала один на один, она оказалась очень даже хорошей, доброй и отзывчивой девочкой. И как бы вот он пример, да, никогда не слушайте чужого мнения о человеке. Лучше сложите его самостоятельно и сами выбирайте, общаться вам с этим человеком или нет. Друзья, это, наверное, то, о чем можно говорить бесконечно. Расскажу о своей многолетней дружбе, которая была более 20 лет. Это все произошло в школе, когда я перешла в 7-ю школу. Как это произошло? 1 сентября, все вроде замечательно. 2 сентября со мной девочки ни одна в классе не разговаривает. Что произошло? Меня просто начали бойкотировать из-за того, что один мальчик сказал: ух ты, какая классная девчонка, симпатичная, пришла к нам. Так прошел месяц. По истечению месяца ко мне после уроков подходит девочка. Как сейчас помню, в чем она была. Это был желтый свитер, короткая прическа под каре на ножке. Говорит: я Ксюша, ты где живешь? Давай я тебя провожу. Я такая: ну ок, давай. Это была одноклассница моя. Мы пошли ко мне до дома и, соответственно, разговаривали, веселились, все было легко, покатались даже на горке, как я сейчас помню. И с тех пор мы дружим 20 лет. Я даже, наверное, могу сказать, вот это та самая любовь к человеку, да, о которой можно говорить постоянно, всегда. Я при любой нашей встрече об этом всегда говорю, что я ее очень сильно люблю, и ей спасибо, что она встретилась на моем пути. Но все мои друзья — это друзья, одноклассники. У нас очень много разных историй, да, веселых и невеселых. Одна из историй, которую мы вспоминаем всегда, постоянно, у одной подруги родители жили в доме, а ей была предоставлена квартира уже, можно сказать, с 9-го, даже с 8-го класса. И все тусовки проходили у нее. Если мы куда-то собираемся, на ту же дискотеку, соответственно, все идут к Ксюше, красятся, переодеваются, меняются вещами. И вот в один из таких вечеров мы собираемся, это была зима, на каблуках, осенние вот эти вот полуботинки, короткие юбки. Идем в клуб, который был, можно сказать, рядом с домом, через, получается, 2 дома. Заканчивается весь вечер, идем домой. И мы понимаем, что Ксюша закрыла дверь, а она была на таком замке, который хлопает дверь, и она просто закрывается. То есть не надо ключ вставлять и делать обороты. Мы понимаем, время 3 часа ночи, зима. Мы подходим, понимаем, что нет ключей. Благо, она жила на 1-м этаже. Но 1-й этаж был не низкий, как обычные дома, он довольно-таки был высоко сделан. И, соответственно, мы друг на дружку домиком, она на нас. И благо, что она открыла форточку.
рукой через эту форточку открывала окно, перелезала, открывала нам дверь. Блин, это, конечно, очень было смешно, но таких у нас историй было много. А еще одна история, у нее папа любил ставить брашку. Это большая такая колба, не знаю, там варенье, не варенье, что-то там было, из чего она делается, не знаю. И мы каждый раз, приходя к Ксюше, он надевал перчатку. То есть, если перчатка стоит, значит, все готово, можно пить. Вот, мы приходили и каждый раз смотрели, как эта перчатка потихонечку поднимается. Настал момент, когда ее можно пить. Соответственно, перед тем же вот клубом мы выпивали эту брашку, просто как компот раньше говорили, но это реально не компот по вкусу. И папа пришел за этой брашкой, он, видимо, делал самогонку, я так понимаю, после этого всего. Пробует и говорит, что-то она у меня в этом году не получилась. А почему не получилось? Потому что мы ее разбавляли потом чаем, водой, ну, чтобы она... Вот эта вот бирочка, не было того, что она заканчивается. Вот, и он долго не понимал, почему она в этом году у него не получилась. Это, конечно, была такая забавная история. Для меня важна дружба. Дружба именно проверяется годами. У меня мало друзей именно вот в какой-то сейчас период, да. Он именно с детства идет. И мне важно, именно когда я нахожусь со своими друзьями, я вот та настоящая, я могу себе много чего позволить, да, нежели я там в другой компании не сделаю. И я ценю, это же еще, можно сказать, своего рода психолог, бесплатный психолог причем, да, любые проблемы, алло, привет, приезжай, или просто поговорить по телефону, это дорогого стоит. Тем более тот человек, который тебя понимает, знает всю досконально, да, с детства, это дорогого стоит. И это нужно ценить. Ну, наверное, для меня свобода – это делать выбор, самостоятельный выбор, тот выбор, за который... Ну, тебе не важно, что скажут другие, ты просто его сделал себе в кайф. А то, что тебе скажут другие, как на тебя посмотрят, тебе абсолютно наплевать. Ты просто это делаешь и получаешь от этого удовольствие. Хотя для других это может быть кринж. Я сама буду. Ох, ты не достанешь, вот сюда вешай. Хотя? Да. Я почти сделала. Еще. Алин, тут еще один гном. Так. Это у нас Степан. Ой, это Маша. Я сейчас вам всех гномов сочетаю и скажу их имя. Так, Степан, Алексей, Маша, Павел, Аня, Кирилл, Валентин и Альберт. Все, все гномы. Ну, наверное, у меня есть страх. Я обычно по поводу этого отшучиваюсь, но, как мне, опять же, сказала одна из моих подруг, что это мой страх. Я была 2 раза замужем. И вот как раз-таки предложение, например, 3-го раза, вот я этого боюсь, что опять что-то пойдет не так, ничего не получится. И вот, наверное, это... Я всегда отшучиваю, что я не пойду 3-й раз замуж. И вот как раз-таки в этом-то и кроется мой страх, что все пойдет не так, как нужно. А как нужно, тоже никто не знает. Наверное, это нужно как-то прорабатывать внутри себя. А вообще, с детства я очень люблю мечтать. Люблю закрывать глаза, придумывать себе, воображать. Даже глядя на облака, я до сих пор смотрю и выискиваю там каких-то животных, пироженки, пирамидки. И детей своих я тоже учу мечтать, потому что это, наверное, помогает выстраивать в голове какие-то свои мысли определенные. Да? Мечта же это как цель.
помечтал, зафиксировал себе в голове, ну и, соответственно, ты вправе выбрать, реализовать эту мечту или нет. Поворотный момент в моей жизни случился после института, сейчас не вспомню год. У меня была безумная любовь, та, о которой пишут романы, я кому не расскажу, они прям вообще там взахлеб готовы слушать все эти истории. Ну, соответственно, мы расстаемся довольно-таки плохо, тяжело. Я помню день рождения моей подруги, это был февраль месяц. Мы думали, что же сделать, что мне нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния. И пришло решение ехать в Москву. Мы просто сидели, собрали деньги на билет, соответственно, купили данный билет, и так я оказалась 8 марта в Москве. Причем я приехала здесь просто погулять, посмотреть, что как, но попала в одну организацию, как это можно сказать, по объявлению. Ехала в метро, увидела объявление, набрала, записалась на собеседование, и так я осталась в Москве надолго. Больше, 15 лет я в Москве. Москва поменяла меня, мое мировоззрение поменяла. Когда я переезжала, для вашего понимания, я брала в Сарапуле сапоги в кредит. То есть у меня зарплата там была 14 тысяч рублей на тот момент. Причем одна из самых больших зарплат. У меня у девчонок зарплата была 7500. То есть я была там прям вообще миллионерша. Я брала сапоги в кредит зимние, как сейчас помню, они стоили 10 тысяч рублей. Ну, как бы зарплата это сразу отдать не очень было. Вот в рассрочку 3 месяца эти сапоги. И, наверное, когда я переехала в Москву, для меня довольно-таки все складывалось просто. Быстро нашла квартиру, работу, окружение. Все было по лайту, легко, просто. И вот тот момент, когда ты получаешь зарплату в Москве, и тебе падает вместо 14 тысяч, там 32 тысячи, это в 2 раза больше того, чего я зарабатывала, это был для меня просто вау-эффект. И, наверное, именно это меня и зацепило, что здесь можно зарабатывать, есть возможности дальше идти, развиваться. И вот прям это было вау. Я не скажу, что Москва меня сильно изменила. Она, наверное, тот стержень, который во мне был, она его еще больше заточила. И просто не бойтесь в любом случае что-то делать этот шаг. Не всегда это бывает сложно. У меня, как и у всех, наверное, есть мечты, которые далекие, пока еще не сбывшиеся. Я хочу дом на море. Это прям мечта с детства, как и троих детей, это тоже мечта с детства. Вот. Дом на море и тоже одна из таких несбывшихся мечта – это много путешествовать, чтобы была возможность много путешествовать, да, посетить ряд стран. Одна из них – это, например, Мексика, Италия. Это прям вообще топ какой-то в моей голове. Вот. Что меня вдохновляет на это все, и чтобы я дальше двигалась и развивалась, это, наверное, самый главный мотиватор – это мои дети. Я всем всегда, там Новый год у нас собирается, я всегда всем желаю детей. Это реально, они не дают, во-первых, расслабиться, похалтурить, полежать на диване. Да, все слышно. Полежать на диване, ты всегда что-то делаешь. И делаешь, конечно же, во благо их и во благо себе.
Вот, так что у кого нет детей, вперед. У нас же был случай, короче, Новый год. Нет, не Новый год, какой-то праздник, я не помню сейчас, еще я с Пашей тогда жила. Его друзья, у нас уже было 2 детей, у его друзей не было детей. И вот они, знаешь, такие все веселые, такие хи-хи-хи, ха-ха, давай выпьем. А мы такие немножко подуставшие. Я помню, у меня Ульяна только родилась, а мы такие вот бессонные ночи вот эти как раз все. Я такая встаю, такая, так, в общем, ничего не знаю, я всем желаю в следующем году детей, Рождество, мне кажется, это было, в следующем году детей, чтобы у вас тоже появилось это счастье. И представляешь, следующий год у каждого уже был ребенок, так что это вообще просто бомбическое. Поэтому, да, я всем желаю детей. Но это реально главный мотиватор. Потому что для себя ты иногда можешь там пожалеть себя, полежать, а тут у тебя нет возможности такой полежать на диванчике. То есть вот так. Где я себя вижу через 10 лет и какая я? Ну, конечно же, это дом. Я сижу на кухне с кружкой чая. Окна обязательно должны выходить на закат. Это прям триггер такой. Белый забор. Я наслаждаюсь этим моментом. И, конечно же, ко мне приезжают мои дети, уже, может быть, с мужьями, надеюсь, еще не с детьми. Вот. Я счастливая, довольная мама, может быть, и жена. Вот, так что, наверное, так. Наверное, роман. Вдохновились, как вот о фильме «Ромео и Джульетта», что такая любовь может быть. Ничего не бояться. Если сомневаешься, то лучше этого не делай. А вот если ты делаешь, то вообще не сомневайся. У меня 2 детей, квартира. Я выросла. Скажу, где-то в середине. Еще много предстоит сделать. Наверное, своей жизнерадостностью я вообще привыкла помогать людям, если им нужна помощь. Вот прям, если меня попросят, я сделаю. И, наверное, этим, что я всегда рядом могу быть. Это был классный опыт. Если честно, то, наверное, в 30 минут очень тяжело вместить всю свою жизнь, рассказать во всех красках. Но мы попытались. Спасибо вам, что вы досмотрели. Наверное, я сейчас хочу сказать, точнее, передать привет своей маме. Мам, прости меня, пожалуйста, что я тебя забыла поздравить с днем рождения. Хочу здесь именно записать, пожелать тебе крепкого здоровья, быть счастливой, чтобы мы тебя радовали, внуки приносили счастье, ну и чтобы у тебя все в жизни было, чего ты сама себе пожелаешь. И именно это поздравление ты всегда будешь включать, даже если я забуду, но надеюсь, я больше этого не забуду, будешь включать и вспоминать, что я не такая плохая. Мам, я тебя люблю. Все хотят под елкой найти подарок очень дорогой. Только вот дороже всего любимых видеть, быть семьей. Сильнее слез, важнее слов, лишь родной души тепло. Ведь когда мы вместе,
больше нечего мне желать. И когда мы вместе, я хочу летать. Сбудутся у всех мечты под счастливой звездой. Но когда мы вместе, все мечты мои со мной.